Добрый день! Сегодня меня попросили расписать детскую футболочку для маленькой милой девочки, которая очень любит собак. Процесс мы засняли на видео, чтобы показать вам и, возможно, вдохновить вас на свои футболочные подвиги. Футболку проглаживаем, находим подходящую фотографию в интернете и приступаем к работе. Контур рисунка я перевела на футболку старым добрым методом, приложив рисунок и ткань к окну. Чтобы защитить обратную сторону футболки от возможных протеканий краски, внутрь нужно положить лист плотной бумаги или картона. Задаем основные тона. Кисть постоянно смачиваем в воде, размывая краску и создавая плавные переходы. Это нужно, чтобы рисунок получился похожим на акварельный. Работаем тонкими слоями в несколько подходов. Акрил сам по себе – это плотная укрывистая краска, потому работать надо аккуратно, стараясь не переусердствовать, чтобы сохранить легкость изображения. Более плотно и тщательно мы прорабатываем глаза и нос. Я очень долго и старательно рисую глаза, стараюсь сделать их живыми и выразительными. Если у вас получились симпатичные глаза, считайте, что у вас получилась вся собака. Тонкой кисточкой прорисуем шерсть на мордочке и ушах. Выделяем светлые и темные участки изображения. Это довольно долгий процесс.
Добавляем собаке акварельных ромашек, чтобы завершить композицию. Желтым, темным и светлым рисуем сердцевинки, а белые лепестки ромашки обозначаем розовым и синим цветом, рисуя через тени и едва придавая контур. Оставляем на просушку на целые сутки. После того, как рисунок просох, проклаживаю его с обратной стороны, чтобы окончательно закрепить. Утюг не должен быть слишком горячим, чтобы краска не прилипла к бумаге. После закрепления футболку можно будет стирать в деликатном режиме. Все готово! Футболочку можно передать маленькой моднице. Если вам понравилась роспись футболки, то по ссылке справа на экране вы можете посмотреть мой пошаговый фото-мастер-класс, где я рисую пионы. Вдохновляйтесь и творите с удовольствием!